хочу рассказать о вдохновении. О вдохновении в моде, в одежде, о более уникальном вдохновении и о более уникальных его источниках. Конечно, я сегодня расскажу некоторые свои фишечки, которые я использую при создании и разработке дизайна одежды и при создании и проработке луков. Когда ты в сфере моды достаточно приличное количество времени уже, многие процессы, скажем так, уже вбились в подкорку и делаются на автомате. Особенно это касается проектирования, дизайна одежды. Происходит слияние этих методик проектирования дизайна и, скажем так, вдохновения и креативности непосредственно автора-дизайнера. Может произойти такая вещь, что автор может самозациклиться, и я не про личный стиль тут. Может быть такое, что автору как раз не достает вдохновения, креативности, либо чего-нибудь похожего. Хотя вдохновение и креативность – это обе стороны одной медали, на мой взгляд. Короче, вы в каком-то тупике, уже не знаете, в какой там Pinterest залезть, какую методичку, чтобы вылезти из всего этого и чтобы нащупать вот это вот, создать что-то вот уникальное. Я расскажу некоторые свои методики, источники вдохновения, какие-то более уникальные, чем среднестатистические, скажем так, на мой взгляд. Конечно, они могут пересекаться с классическими методиками проектирования дизайна, и это, в принципе, нормальное явление. Я немножко для вас приоткрою, скажем так, занавес того, как я проектирую вещи, чем, в принципе, я пользуюсь. Но учтите, что это полная субъективщина, и, в принципе, у каждого свои источники вдохновения, каждый является вот чем-то вот своим. Первый блок, скажем так, будет про вдохновение непосредственно, про источники вдохновения. Лично, скажем так, первое, из такого более уникального, что, на мой взгляд, я черпаю вдохновение, это всякая детская одежда, детские игрушки. Просто я беру не современное, скажем так, я беру более что-то старенькое. Я беру, например, мне больше всего нравится ближе европейское что-то или азиатское. Ну, как бы объяснить. В принципе, я беру все пласты. Это советский период, Европа, Азия и США, если разбить, в принципе. Все остальные мне, в принципе, не очень близки в плане вот игрушек, вот этой детской одежды. Да, многие сейчас прибегают к этому, потому что, ну, вот эта русская стезя, советский период, особенно это с Atomic Heart, думаю, и это видеоигра. Все это вот такой артхаус, что-то такое, начало набирать популярность. Из советского периода я тоже черпаю вдохновение, вот с этих советских игрушек особенно. Но это многие, особенно дизайнеры, не слишком грамотно и умело делают, и это получается, скажем так, с моего субъективного взгляда, очень аляписто и неприемлемо. Это по мне походит что-то ближе на оскорбление того, что создали в том периоде, то, что сейчас дизайнеры, особенно молодые, пытаются сделать. Но это вот лично мое мнение субъективное. Но есть и те, кто более грамотно подходит к этому, именно к использованию советского периода как источника. Мне нравятся в особенности там игрушки, предметы там быта, особенно детские, они просто очень мило все это сделано, в европейской части, скажем так. Я могу привести вам пример. У меня в детстве родители приобрели вот такую вот куклу. Думаю, понятно, про какой период я имею в виду. Она, ну, это керамика или фарфор? Фарфор это. Это вот такие вот типа кукол в основном. Они такие миленькие, няшные, с рюшами многие. Мне вот такие именно нравятся. Бэби-боны у меня под запретом, потому что это какой-то кошмар. Я их в страшных снах вижу. А вот такие вот, я именно вот такими какими-то вещами вдохновляюсь, именно детскими, потому что они очень подходят под мой стиль. У меня, как бы скажем, когда я проектирую дизайны,
у меня идет смесь многих стилей, если честно, по чуть-чуть, но в основном это какая-то панк-эстетика, какая-то кукольность в какой-то степени. Вот что-то вот такое, потому что мне это очень нравится, очень близко. И вот это вот, конечно, она уже пожившая, ее у меня руки не доходят отреставрировать, если честно, потому что тут много чего. Она, в принципе, в неплохом состоянии сохранилась, но тут много чего можно откорректировать, особенно если посмотреть, у нее клей в глазах затекает, некоторые моменты вообще пропали, то, что я ей один период очень жестко играла. Но хочу сказать то, что именно вот такие какие-то вещи, они какие-то более уникальные, из которых можно действительно черпать достаточно много вдохновения. Да, может вам показаться, что многие, кто детскую всякую, скажем так, из детской эстетики, из какой-нибудь разных периодов черпает вдохновение, но на самом деле очень мало кто это грамотно делает, и очень мало кто действительно черпают действительно из вот этих периодов, на самом деле. Многие вдохновляются более какой-то одеждой для более взрослых. Особенно это касается, кстати, советского периода, потому что если вы посмотрите дизайны советского периода, когда вот эти иллюстрации появились, там многие моменты были парными, и детская одежда была более миленькая, на мой взгляд, чем более возрастная. Поэтому вот это как вот один из моих источников, который я черпаю вдохновение. Если поговорить еще об источниках вдохновения, думаю, все в курсе, что я люблю японскую там эстетику. И есть такой журнал Fruits, кажется, называется, да, где уличная мода Японии просто представлена в этих красках. Мне просто очень нравится этот журнал. Порой, когда ты смотришь в него, и я из них, кстати, луки подбирала иногда. Fruits, он как бы печатный, у меня нету печатной версии, жалко, конечно, ни одного журнала печатного нету, хотя я собираю всю эту макулатуру, скажем так, но есть большое количество на Пинтересте, и везде, в принципе, сканы, фотографии тоже, вот это вот. Там очень много всего. И в плане для дизайна одежды можно взять, и в плане для составления луков. Конечно, там во многих местах хардкорные такие вещи, но можно брать какие-то более упрощенные вариации. Там просто очень много всего. Тоже достаточно вообще очень классный такой пример в качестве источника. Если разговаривать по поводу, скажем так, более уникальных источников вдохновения, то, на мой взгляд, у меня это будет журнал «Теория моды». Это наш российский журнал, очень интересный. Скажем так, там много чего можно подчерпнуть из него. Но каким способом у меня вообще приходит периодами идеи, когда я вообще его читаю, и вообще когда-либо что-либо читала, особенно это связано с этим журналом, там не сильно много иллюстраций, скажем так. Многие моменты не проиллюстрированы, и когда ты читаешь текст, и там очень много всяких разнообразных нюансов даже написано, такой читаешь, блин, что это такое? И ты начинаешь гуглить, а потом еще дальше докручивается это все. Думаю, мысль понятна. То есть даже из какого-то простого текста, из каких-то простых, не знаю, там очень много нюансов прописано в этом журнале в плане моды. Почитайте, очень, скажем так, для дизайнеров особенно это полезно. Там очень много про историю моды написано, и там много чего можно подчерпнуть тоже, как идеи, вдохновение и всего. Конечно, это ближе к разработке дизайна, ну, в принципе, и луки таким же способом можно составлять, просто я не пробовала. У меня какая-то идея приходит, пока я читаю, я гуглю, сразу же зарисовываю какую-то эту идею. И, в принципе, у меня есть альбом, думаю, все дизайнеры именно скетчбуками альбом пользуются, когда вот эти идеи, вы просто там черкаете что-то, а у меня это происходит так, что я там на огрызке кому-то что-то написала, и потом вклеиваю условно в этот альбом, и у меня таким образом накапливается из всех идей, что мне приходят, вот такой, скажем, пакет идей,
для разработки дизайна, там, не знаю, луки тоже я зарисовываю, то, что мне хотелось. Потом приходится часть из этих луков отшивать все равно. Но, думаю, суть понятна. Дальше давайте проговорим про методы, которые я использую. Они ближе к классическим, скажем так. Но первый метод, который я использую, и разработки дизайна, и создания луков, например, мне нравится какая-то картинка. Пейзаж, не знаю, что-то какое-то, ну просто картинка любая. Я под эту картинку начинаю, либо ставлю её рядом и параллельно начинаю рисовать эскизы, типа вдохновляясь этой картинкой, только одной. Это не мудборд. И типа рисую, что вот только в голову придет. Либо я под эту картинку начинаю подбирать, не знаю, в Пинтересте смотрю вещи какие-то, подбирать начинаю вещи, типа под эту картинку. Это, не знаю, это вроде к основным приемам. Это вариация одного из основных приемов вообще проектирования одежды, скажем так. А вообще это больше к методу креативности, вот метод креативности при проектировании дизайнов больше вот это подходит. Но, скажем так, это вот такой тип приемов метода очень помогает, когда вы в тупике. Потому что когда у вас, не знаю, мудборд, когда вы рисуете до беспамятства, и такой, блин, что же еще придумать? Ну, ничего в голову не лезет. Тогда вот я прибегаю к этому, потому что это спасает, если честно. Также то, что спасает, спасательный круг, еще один, это методика, скажем так, когда ты берешь также картинку какую-то и поверх этой картинки начинаешь рисовать. Это вы можете либо распечатать эту картинку там на А4 и на ней начинать рисовать эскиз, либо лучше делать в электронке, если честно, меньше бумаги расходится. И вы просто поверх этой картинки что-то рисуете. Либо, не знаю, какой-то образ или что, но это также, в принципе, к лукам можно отнести, потому что, когда вы рисуете, у вас может получиться все, что угодно, и даже одежда классическая, которую, в принципе, из которой вы можете лук создать. Поэтому тоже как вариация. Конечно, я рассказала о меньшей части, которых я использую в работе. Каждый сам принимает решение, чем вообще вдохновляться. У многих грамотных специалистов, кто достаточно давно в этой области, вот эти процессы отточены до автомата. Если вы думаете, что процесс создания и разработки дизайна одежды – это вещь спонтанная, прошу ознакомиться у вас вообще с учебниками по композиции костюма. Вы для себя откроете очень много всего. Могу сказать по своему опыту, что только у каких-то лютых гениев появляется дизайн в голове, именно грамотный дизайн. И потом, если вы почитаете их биографию, они много учились и очень много пробовали, очень много ошибались. В принципе, в конце я могу дать такой совет, что если вы хотите создать действительно что-то уникальное, пробуйте, пробуйте, пробуйте и пробуйте. Потому что только из этих проб может что-то такое родиться, чего вы даже сами не ожидаете. И, в принципе, вот это вдохновение, вы, скажем так, не всегда оно может быть, но путем попыток, большого количества попыток, вы как раз и в каком-то моменте изродится это вдохновение, и вы создадите то, чего действительно хотели. Надеюсь, в своих рассуждениях я не совсем задушнила, простите. Ну, на этом все. Спасибо, что были со мной. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пускать следующие мои видео.